Этот путь в служении. У нас коротенькое гадание про деньги. Если вот у вас есть такая проблема, если этот вопрос вас беспокоит, деньги приходят, деньги уходят, откуда, что мешает заработать, что может помочь или кто может помочь, что, какое денежное будущее вас ждет, советы, где их брать или как избавляться от ненужных чрезмерных трат. Это все, пожалуйста, в моем гадании. И обратите внимание, что мы гадаем с вами в полнолуние, под суперлуной, под голубой луной, очень редко. А это значит, что карты очень откровенны. Поэтому включитесь, отнеситесь серьезно, постарайтесь примерить рассказанное картами на себя и на свою жизнь. Такой небольшой расклад, что с деньгами теперь у вас сейчас или вообще, на данном этапе жизни, что с деньгами у вас. Потенциал очень большой. Вы буквально сидите на мешке с деньгами, вы буквально такой победитель среди своих конкурентов, среди, может быть, коллег своих, победитель относительно себя самой. Вот. Очень большой потенциал. Правда, знаете, колесница выпадает, то есть сейчас к вам все-таки ближе какие-то случайные деньги, знаете, такие шальные, что называется, которые могут свалиться, которые такие внезапные, часто разовые, которые непонятно откуда берутся. И в целом, конечно, колесница – это такая подсказка, в общем-то, деньгами. Рисковать, наверное, да. Но очень трудно идти вперед. Вот этот, видим, потенциал, который не реализуется, потому что впереди стоит смерть, карта смерти, как знак каких-то больших перемен. Что впереди? Увольнения и зарплаты не будет потом. Опять-таки, сокращение премиального фонда или, может быть, необходимость бизнес прикрывать. Смерть – это естественный конец. Вот в ваших заработках или в ваших привычных вообще алгоритмах денежных наступает время какого-то естественного конца, естественных перемен. Но я так скажу, что карта смерть для денег, для чего-то, да, но для денег она не считается сильно плохой. Она часто... как раз-таки наступление новых доходов предвещает, но в более каком-то отдаленном времени. Не противьтесь переменам, с неизбежностью что-то у вас в деньгах поменяется. И вполне возможно, что у многих как раз-таки к лучшему. Много пустого сейчас. Вы вообще деньги имеете, деньги есть, вы зря жалуетесь. Может быть, не так много, как хотелось бы, но было бы больше, если бы вы больше, опять же таки, постарались. Какое-то сожаление здесь есть, какая-то досада от того, что вот не хватает, может быть, малого. Может быть, не такая отчаянная ситуация, но вообще складывается впечатление, как будто бы вы чего-то на тему своих денег не доделали. Вернее, вы так думаете, вы так чувствуете. Например, действительно приходится увольняться, потому что компанию там, например, закрывают, а вы сожалеете, потому что понимаете, что там можно было на этом месте и заработать больше, и вот так вот, да, вот какое-то ощущение легкой досады. Но в целом карты очень даже неплохие. Но перемены, видите, 2 раза слово перемены звучит, поэтому, конечно, перемены к лучшему будут. Что помогает сейчас вам иметь деньги? Я не говорю зарабатывать, да, и что помогает зарабатывать, не говорю так, потому что деньги ведь не все зарабатывают. У некоторых людей они берутся не в связи с работой. Таких людей, кстати, очень много. Итак, что же вам помогает? Кубки. Что такое кубки? Что вам помогает? Человеческий фактор вмешивается, конкретный человек. Вам очень поможет сейчас с деньгами именно новое знакомство. Как ни странно, знакомство, кстати, не полезное, не практичное, а даже оно какое-то романтическое и чувственное. Представляете? То есть нам бы паж Пентаклей сюда подошел, а нет, паж кубков выпадает. То есть вы особо так не смотрите, не рассчитывайте на
ну, объективно выгодное какое-то новое знакомство. Это новый человек, с ним новые энергии, новые идеи приходят в вашу жизнь. Причем это Паш, этот человек, ну, для вас вестник новых денег, может быть достаточно молодым и не обязательно состоятельным, он может быть достаточно просто, в общем, милым, да, вот, через эмоции, через чувства, через интересное какое-то такое очень взаимное партнерство, деньги у вас приходят. Видите, двойка кубков. Кстати, если у вас бизнес и вот он не идет, это явный совет вам взять себе кого-то в пару. И опять же повторюсь, это не обязательно должен быть влиятельный, опытный, богатый какой-то коммерсант, ни в коем случае. Это человек, который вам просто приятен, с которым вам просто приятно видеться каждый день, когда вы ходите на работу. И от многих прошлых планов лучше сейчас отказаться. То есть вот что вам помогает. Определенная легкость. Это карты такие здесь выпадают, видите, довольно легкие. То есть легко воплотить. Здесь ведь нету фатума, здесь нету влияния даже судьбы. Все в ваших руках. Познакомьтесь с кем-то. Или, кстати, помиритесь. Пригласите кого-то к себе в пару. Помогите другому человеку увидеть выгоду аналогичную какую-то вашу. Здесь другой человек, а выгода у него в том же, в чем и у вас. Да? Ну, для бизнесменов этот совет очень понятный. Может быть, для тех, кто по найму работает, это не очень уже понятный совет. Но речь ведь здесь идет не только о ваших заработках. Это и деньги, которые вы тратите. Тут еще и совет траты как-то разделить. Знаете, может быть, поделить. Все в эмоциях сейчас. Помощь вся такая эмоциональная. Будьте, можно сказать, здесь такой совет, будьте добрее, и люди к вам потянутся. А вместе с людьми и деньги. Что мешает? Что вам может помешать сейчас благополучно? Так, благополучно жить. Вот как ни странно, да? Видите, как переориентируют вас карты. Привычные методы, привычные способы не работают. Здесь фигура императора, солнце с семеркой кубков. Не надейтесь на покровительство, не надейтесь на помощь сильных мира сего, не надейтесь на людей, придержащих власть. В общем, ваши помощники – это точно не ваши начальники, и это точно не ваши карьерные устремления, и это точно даже не ваше какое-то честолюбие, которое вас туда толкает. Понимаете, да? Потому что вот это все вышеперечисленное у вас выпадает в позиции враги. Излишние карьерные стремления, желание массовое, желание взять много. И все это, конечно, иллюзии, все это заблуждение, все это, видите, самолюбия много, честолюбия много, эго большое. А самое главное, что это придуманное, то есть это придуманное наносное. То есть ваш выбор сейчас вот строго про карьеру совершенно неоправданный, он не оправдает абсолютно ваши ожидания. Вот пример вам приведу с этим раскладом. Если, например, вы сейчас меняете работу и выбираете из двух вариантов. На одном месте очень высокая должность и обещают очень много. И придется вращаться в каких-то кругах таких избранных, да? А на другой чаше весов вот другое предложение. Абсолютно кажется не денежное, абсолютно кажется не карьерное. И такое вот, которым сильно не похвастаешь, но это предложение идет от знакомых людей. Это предложение просто очень комфортное. Здесь вы можете ожидать только эмоциональный комфорт. И вот представьте, все перевернулось. Вот там, где привлекательно по карьере, там денег нету, это препятствие для вас, даже ваше честолюбие излишне. А вот там, где просто мило и от души, вот там будут деньги.
Не сразу, возможно, но они будут. Видите, какой выбор у вас? Перевернулось все сейчас немножко. Но мы такие времена переживаем, причем во всех смыслах. Я имею в виду, это эра, это эпоха такая, когда все меняется. Советы, будут советы для вас на тему денег. Нужны перемены. Видите, нужны перемены. Вообще, кстати, очень многое, даже... Ага, карта повешенная выпадает. От вас время сейчас. Хотите много денег? Вот мы вам такой вопрос задаем. Хотите много денег? От вас время сейчас ждет прям-таки жертвы. Жертвы. Нужно бросить. А что? Что бросить или кого бросить? Ну, может быть, карьеру свою? Посмотрите, вот он, король жезлов. Сама по себе карта неплохая. И я чуть было не подумала, что это такой совет для вас стремиться работать. Но нет, башня повешенная с другой стороны. Карьера не пойдет, но мы гадаем на деньги. Поэтому карьера здесь идет как вспомогательный инструмент. Понятно, что через карьеру многие хотят получить деньги или многие получают деньги. И видите, да? Вам надо отказаться, прям выбросить, пожертвовать карьерой или каким-то делом, бизнесом, например, которым вы давно занимаетесь, к которому вы привыкли, в котором, может быть, очень хорошо соображаете. Все это бросание может быть довольно болезненным или покажется преждевременным, потому что карта башни здесь есть, да, она внезапность такую дает. Бросьте, откажитесь от карьеры и занимайтесь любимым делом, можно сказать. Такой же совет для вас, да? Занимайтесь любимым делом с любимыми людьми. Пусть это даже такое дело будет не слишком серьезное или не слишком завидное. А карьеру бросайте, потому что, судя по всему, она вас к деньгам, к большим не ведет. Карьера сама по себе это хорошо. Но мы гадаем, опять-таки, на деньги, поэтому мы делаем выводы, что вас интересует именно эта тема. Вас интересуют деньги. Будущее денежное ваше на несколько месяцев. Мы здесь долгий срок какой-то не берем. Победа вас ждет, победа в каком-то соревновании, в каком-то конкурсе, в какой-то, может быть, конкурентной борьбе. Победа может быть достаточно конфликтной. Здесь, видите, какая-то все равно тема борьбы присутствует. Вот прямо тема борьбы. То есть боролись и охватили что-то такое. Но знаете, карта не денежная. Я при всем желании, да, что это? Ну, тем более карта звезда. Ох, все-таки вы наших советов не послушаетесь. Видите, вам тут какую-то карьерную победу карты обещают. Но мечта о деньгах остается мечтой. То есть вот вообще по картам я вижу, что вы путь видите свой к достижению целей. И вы видите этот путь в служении, в работе и в продвижении по карьере, по карьерной лестнице. Карты дают такие советы, они вас уводят немножко в другую сторону. Ради карьеры, ради денег отказаться от карьеры. Но если вы к этому не готовы, то карты вам действительно некие карьерные победы, впрочем, формально без новой должности обещают. Но, видите, последняя карта у нас здесь в денежном нашем раскладе звезда остается. Деньги остаются мечтой, или мечта о деньгах сохраняется. Может быть, она станет чуть ближе, или так вам покажется. Это тоже путь. Это тоже путь, наверное, тот, который вы выбрали к деньгам, но они не слишком скоро, они, наверное, в отложенном времени. Тем не менее, карты эти очень даже неплохие, финансовые денежные потоки, денежные пути у вас открыты, причем этих путей только в одном маленьком раскладе мы уже увидели два. Спасибо.